Всем привет! Новое видео про новости об архитектуре. В этом видео поговорим о важных и не очень событиях последней недели. Главное событие этого месяца – открытие выставки Экспо в Осаке, которая пройдет с 13 апреля по 13 октября. В предыдущем видео я подробнее рассказывал о павильонах, национальных павильонах, которые будут представлены на выставке. Также сделаю отдельное видео про это. Было завершено строительство павильона США. В прошлый раз обсуждали рендеры. Мне показался этот проект не совсем каким-то интересным по его форме и представлению, но в результате получилась такая интересная симфония японского и американского стиля, закрытая от наружных глаз и открытое пространство внутри, приглашающее посетителей с большой площади вовнутрь к большому кубу стеклянному, который светится ночью и отражает свет днем, приглашая как в сам павильон, который находится в этом кубе, и также в закрытое такое уединенное пространство, закрытый сад. Еще был представлен павильон Узбекистана, правда, от немецкой студии. Такое влияние, опять же, глобального Запада на глобальный Юг. Но интересная конструкция получилась. Здесь немецким архитекторам удалось интересно показать историю Узбекистана через деревянные конструкции, которые используются во многих легко разбираемых других павильонах, в более таком дальневосточном колорите, хотя внутри показаны уже более ближневосточные мотивы, свойственную, например, регионам Самарканда, где уже представлено именно узбекское мастерство, керамика. Павильон Азербайджана представлен через поэзию, такие 7 арок, которые демонстрируют национальную и культурную идентичность Азербайджана, приглашая посетителей внутрь павильона. Внутри тоже представлена такая интересная экспозиция, раскрывая представление об Азербайджане. В чем особенность выставки Экспо? Во-первых, она проходит раз в 5 лет, ну практически. Например, предыдущая выставка была Дубай 2020, которая проходила, из-за ковида ее перенесли в 2021-2022 годах. На выставке же демонстрируются национальные культурные особенности стран, показывается, демонстрируется прошлое, также и будущее видение, инновации, делятся своими открытиями, культурными особенностями. За 5 лет, помимо рекламной кампании, поиска участников и так далее, конечно же, возводятся павильоны, временные конструкции, но не всегда временные, они могут оставаться. Например, Эйфелевая башня в Париже тоже была построена к Экспо, и до сих пор она стоит, демонстрируя Францию, являющаяся таким символом вообще Парижа и Франции. Недавно, кстати, у Эйфелевой башни был обновлен логотип, такой узнаваемый, простая форма, но узнаваемый силуэт, разная идентика. То есть таким образом результат Экспо во Франции в свое время повлиял, можно спорить о том, насколько вообще Эйфелева башня, если ее видеть в реальности, она эстетически красивая и так далее, но также с инженерной точки зрения, как была построена эта конструкция, стала доминантой не только города, но вообще в представлении людей, что Эйфелева башня, это Париж, можно продавать разные вещи, продавать не только виды на город, кружки, футболки и так далее. Это тоже очень интересно. Как демонстрация культуры в прошлом является сейчас демонстрацией видения вообще современной страны. Именно поэтому, как я считаю, национальные павильоны, где показана национальная культура и так далее, должны демонстрировать также и архитектурные возможности той страны, которая будет представлена. Например, если это американский павильон, чтобы были американские архитекторы, итальянские архитекторы. Но с павильонами глобального юга почему-то так не получается, и в этом как раз вопрос. Хотя это дополнительная возможность, если не получается каким-то способом привлечь к своей стране, к своей идентичности, потому что внутри павильона все равно будут какие-то экспозиции представлены, демонстрации не только через архитектуру, поэтому привлечение западных архитекторов для того, чтобы построить достойный павильон, который, возможно, останется, или будет дальше демонстрироваться в своей стране. Это тоже хороший шаг, возможно, но тоже нужно думать об этом. По завершении выставки, возможно, эти павильоны, во-первых, они из легко разбираемой конструкции, их либо разберут, либо перевезут.
разберут, перевезут, не знаю, как это будет происходить, либо они могут остаться. В любом случае, что будет на месте этого парка? То есть конструкция, скорее всего, останется, самая большая деревянная конструкция в мире, а внутри, на этом насыпном искусственном острове, будет, возможно, какой-то либо отельный, либо спортивный комплекс, может быть, жилые какие-то районы, парк. В пример, Экспо в Дубае 2020 сейчас реконструируется. Под руководством UN Studio построят зоны, новые массивы, жилые комплексы. Будет преобразовано городское пространство. Здесь, опять же, можно отметить устойчивость проекта. То есть к 2020 году была подготовлена выставка, и через 20 лет, к 2040 году, проект перевоплотится в нечто большее, в нечто грандиозное. Еще один проект преобразования в Тиране, в столице Албании. По проекту ОМА будет преобразован стадион, реконструирован. Рядом построятся жилые массивы, жилые башни, новое общественное пространство. Стадион будет по древним из 3 века мотивам старых стадионов Албании. Зрительские места будут увеличены до 15 тысяч мест. И самое главное, это, конечно же, небоскребы, которые будут построены рядом. В Тиране сейчас будут реализованы несколько проектов строительства небоскребов. Есть интересные проекты, которые не используют стекло для облицовки, как большинство небоскребов. Также есть неоднозначные, на первый взгляд, проекты, странные по рендерам, хотя озеленение, использованное на фасадах, выглядит интересно. Возможно, при реализации будет интересно. Здесь именно от реализации зависит. Пока не ясно, насколько это проработанная архитектура, насколько она будет вообще жизнеспособная, но посмотрим. Это все проекты от западных архитекторов, хотя есть и местные архитекторы, которые делали связь с зеленью и архитектурой. Например, такой биофильный дом, который интегрирует зелень с архитектурой. Устойчивость в архитектуре может быть не только в градостроительном плане, но и в небольшом локальном месте. Например, реконструкция старых японских домов, которые пришли в упадок в основном из-за того, что люди покидали дома, переезжали в большие города, то есть речь в основном про пригороды. Также из-за существующей проблемы старения населения, то есть люди, которые жили в этих домах, больше в них не живут, и они больше никому и не нужны. Однако даже в удаленных забытых местах можно в проекты, в дома вдохнуть новую жизнь, сохраняя при этом дух времени и атмосферу места с разными подходами от незначительных косметических изменений до глобальных перерабатываний проекта. Дома старые относительно своей деревянной конструкции и духу современного поколения, но при этом не теряющие своей уникальности. К примеру, можно вместо того, чтобы построить на новом участке новый дом, реконструировать такие старые дома, как это, собственно, и делают некоторые новые владельцы этих зданий. В Латинской Америке же активируют старые забытые пространства для чувства связи друг с другом, работая с общественными пространствами разной масштабности, локальные, средние и большие проекты. Большие пространства, такие как аллеи, парки, скверы, мемориальные парки. Средние — это что-то более локальное, такие сады и детские площадки. Маленькие — это уже, может быть, даже небольшие скульптуры, памятники или расстановка вазонов на проезжей части для того, чтобы люди больше передвигались пешком. Говоря о мемориальных парках, что это такое? Это парки, которые связаны с какими-то трагедиями, с жертвами. Например, в Эфиопии сейчас реализован был проект мемориального парка упавшего самолета эфиопских авиалиний. Начиная от входа идет такая аллея, тропа, которая представляет собой след, пройденный самолетом по земле, до воронки. Там такая гора, разделенная на 4 холма. Это как место падения самого самолета, где он остался. Там разделено на несколько сегментов по разным континентам, не только рассказывая о самой трагедии, но и позволяя людям почувствовать все происходящее, как это было. Говоря о среднем локальном масштабе, можно вспомнить примеры Китая. В предыдущем одном из выпусков я рассказывал подробнее о том, как реализует детские парковые пространства Китай. На этой неделе реализовался новый проект известной студии для жилого комплекса детской площадки. Детская площадка разбита на разные зоны с разными сценариями для тихих и быстрых активностей. Есть такое искусственное дерево. Ну, конечно же, не забыли и про настоящие деревья. Признавайтесь, хотели бы у себя дома такую площадку? В
Китае делают яркие минималистичные пространства не только для детей, также есть такая прогулочная зона с красной лестницей, почти что как в предыдущем проекте, который рассказывал про МВРДВ. Красная лента, проходящая над керамическими крышами, позволяя рассмотреть архитектуру и район с разных точек зрения. А студия Big показала офисное здание CityWave в процессе строительства к Олимпиаде в Милане 2026, которая накроет самая большая крыша из солнечных панелей. В Японии, кстати, свой подход к проектам с акцентом на крыше. Такое новое модное минималистичное пространство на углу между двух зданий в городском контексте. Но если в Японии существует проблема оттока населения и пустеющих домов, то в Африке, например, в Анголе существует жилищный социальный кризис, людям не хватает домов для полноценного жилья. И для решения этой проблемы на сцену выходит стартап с предложением строительства массового жилья с помощью 3D-принтера. Предлагается инновационный подход для быстрого возведения здания, решения жилищного кризиса. Меньше будет задействовано рабочих, также будут открыты вакансии для более технически продвинутых специалистов, которые умеют работать с большими 3D-печатями. Что можно сказать? Ну, стартап, он на то и стартап, чтобы вот такие хайповые темы продвигать. На первой стадии это, конечно же, все интересно, много можно денег получить. А что потом? Дело в том, что 3D-печати, они позволяют только стены возводить, причем с использованием специального бетона, который еще должен сохнуть. В Африке, в Анголе, там температура может не позволять бетону нормально, полноценно высыхать. Из-за этого могут возникнуть всякие проблемы, трещины, если не использовать арматуру. Если использовать арматуру, помимо того, что нужно сами будет редактировать стены, может быть, это нужно будет еще облицовывать, это вставлять окна, монтировать крышу, делать фундамент и так далее. Получается, что все равно придется задействовать много рабочих рук. То есть при строительстве домов с помощью 3D-печати заменяется только самый простой и дешевый труд — возведение самих стен. А все остальное уже кладется на руки других специалистов. Помимо того, что само оборудование стоит сотни тысяч долларов, только для одного дома. Это нужно еще привезти, собрать. Нужен грамотный специалист, который вот построит быстро-быстро только стены. Причем стены, они очень дешево это выглядит. Примерно как на пляже, если взять песок мокрый, насыпать такую горочку, она высохнет, и потом раз за разом повторять, получается такой, ну, как бы слоеный пирог, растаявшийся. И мало того, что это дорого, стоимость самого оборудования, хранения, монтаж, разборка, перевозка. И так это еще нужно только для одного дома. Если мы говорим о массовом строительстве жилья, нужно таких 3D-принтеров несколько. Плюс еще зависимость от западных стран для, во-первых, из-за технологий, во-вторых, из-за особого бетона. Это, конечно, все интересно на первых порах, но самый проверенный способ 3D-печати для строительства домов быстрыми темпами, это, конечно же, панельное строительство. То есть на заводе мы штампуем одинаковые панели с прорезями для окон, для дверей, потом приезжаем, с помощью кранов монтируем это все, и дальше остаются уже минимальные работы. Либо, если мы говорим о каких-то малоэтажных, там, одноэтажных маленьких домиков для расселения там, по одной семьи, то можно использовать, опять же, какие-то деревянные, металлические, ну, скорее деревянные конструкции, которые собираются, опять же, где-то на заводе, и дальше уже просто машинами приводятся и расставляются как в трейлер-парках. А использование 3D-печати — это, конечно же, просто расхайпленная тема, которая не имеет под собой ничего действительного, скорее всего. Напоследок, реализация нового проекта музея в Литве, интегрированного в ландшафт с таким диском металлическим, который отражает свет ночью наружу, освещая пространство, и отражая днем свет солнечных лучей внутрь. Большой музей разбит на две разные зоны для посетителей и для научных исследований. А в Китае работают с ландшафтом и музеями по-другому. Например, интеграция нового музея внутрь карьера. Спускаясь, посетители сверху вниз опускаются прямо в карьер, изучая историю этого места прямо в карьере. Интересная экспозиция, интересный проект с облицовкой керамическими плитами, рассказывающая
прошлое, что как там добывалось, взаимодействие в настоящем с историей этого места. И это были основные новости на этой неделе. Надеюсь, вам было интересно, что я вот так рассказывал, особо не вникая в детали. На этом все. Увидимся в следующих новостях.